Всем привет! Ну что ж, настало время подвести первые итоги. Как я уже рассказывал, я создал ВКонтакте специальную тему, где вы можете оставлять свои заметки по поводу того, какие уроки хотите видеть, и, соответственно, я буду выбирать оттуда каким-либо образом. Ну, как ни странно, самый первый урок оказался, самый первый, вернее, ответ оказался вот про это видео. Сейчас я вам его покажу. Ссылка будет внизу в описании к ролику, поэтому вы можете его посмотреть в оригинале. Ну, я думаю, техника этим достаточно распространена. Такие вот чернильные проявления всевозможных контуров, эффектов. Вот. И сейчас мы посмотрим, как что-то подобное сделать самому в домашних условиях с помощью After Effects. Вот, ссылка в описании. Там вы можете познакомиться с этим роликом полностью. А вот тут вот в комментариях товарищ нам подкинул вот эти вот титры из Шерлока Холмса, которые тоже похожим образом, как вы можете видеть, появляются. В общем, техника достаточно распространена вот эта. И именно сегодня мы ее и будем изучать. А если у вас есть какие-то идеи, то заходите в группу и оставляйте свои пожелания вот в этой теме. Эту тему я выбрал, во-первых, потому что она сама оказалась первой. Ну и во-вторых, мне часто про нее спрашивают в личку почему-то все время. Ну, раз для вам эта тема так важна, то я для вас сделаю разбор. Ну и прежде чем мы начнем, хочу сказать, что у меня уроки как бы не рассчитаны на совсем нубов. То есть, если вы After Effects поставили только вчера, то, скорее всего, вы ничего не пойметесь. Я как бы подразумеваю, что те, кто меня смотрит, они, по крайней мере, основы работы в программе знают, то есть, что такое ключевые кадры, как применять эффекты, как двигать слои и создавать анимацию. В общем, они представляют. Поэтому я специально, чтобы не тратить ни ваше, ни мое время, не останавливаюсь по 10 раз на каких-то мелочах. Ну, по крайней мере, стараюсь этого не делать. Как вы можете заметить, в основе этого эффекта лежит создание масок и проявление изображения с помощью вот этих вот инструментов. Это особенно хорошо, как бы вот на такой картинке объемной видно только основные моменты и смотрится просто эффектно. Но когда изображение вот такое вот плоское, как в виде фашистского флага, здесь вот все эти маски, они, как видите, можно наблюдать их текстуру и, собственно, скорость проявления и количество элементов, которые тут используются. Что такое маски, я уже рассказывал вот в этом видео. Ссылка будет в описании, вы можете ее там посмотреть. Там более подробно, как бы об этих инструментах описывается. А мы же переходим в After Effects, создаем, я вот такую композицию создам. И мы сейчас начнем создание вот именно того самого расплывающегося пятна, которое будет использоваться для появления. Создаем белый Solid, и мы можем нарисовать на нем, в принципе, любую форму, используя, допустим, вот этот вот Rotobezier инструмент, который создаст маску, которая будет сама по себе гладкой. Нам главное щелкать по местам, маска сглаживается сама. Если вы держите Alt, то инструмент будет видите, внизу появились две стрелочки, и можно регулировать гладкость этой кривой линии, которая, по идее, автоматически создается. Вот у нас какая-то создалась маска. Два раза щелкаем, раскрываем ее параметры. И в основном для создания интересных эффектов используют два фильтра. Они все встроенные. Называются они Turbulent Displays. И вот это вот я затрудняюсь произнести название. Короче, всякие вот такие вот кривые грани, что ли, не знаю, как они там переводятся. Значит, первый фильтр создает большие искажения. У нас в основном нам понадобится количество, то есть это степень искажения. Тут можно выбрать, например, разные варианты действия этого фильтра. И размер. Размер это будет то, как видите, насколько грани маски оригинальные будут в глубину искажаться. Соответственно, этим мы определяем одну из степеней сложности нашего пятна. Вот уже что-то похоже, как будто жидкость какая-то растеклась. Соответственно,
Мы можем в любой момент маску отредактировать. Нам потом впоследствии это понадобится для того, чтобы мы смогли создать несколько разновидностей одного и того же пятна. И еще я подумал, что поскольку мы делаем композицию пятна, то лучше его делать, допустим, квадратным. И заранее с большим разрешением, вдруг мы захотим где-то его использовать. Сразу в настройки также солида. И тоже пусть он будет один в один. Если вы посмотрите в оригинал, то там как раз видно, что по изображению такие пятна расплываются, и они как бы в общем-то круглой формы. Можно, кстати, вместо маски использовать фильтр для рисования кругов. То есть он просто круг рисует. В принципе, разница то же самое, но с помощью масок мы можем создавать форму пятна, ту, которая нам нужна или больше нравится. Но поскольку я изменил размер, то тут мне тоже придется немножко. В общем, вот такая вот штука у нас получается. И сверху мы тоже вот фильтр, который я пока выключил, который края делает более такими неправильными, что ли. Значит, у него параметр borders. Но там же, видите, что-то происходит. И еще sharpness. Sharpness мы поставим где-то 0,2. Это создаст вот такие вот более мягкие формы. И еще можно сразу сказать, что, например, можно размыть маску через обычный фильтр сглаживания из параметров маски. Ну и вот, как бы регулируя эти значения, мы подбираем то, насколько нам нужно, чтобы пятно получилось там более размытое, с большим количеством деталей или наоборот с меньшим. То есть опять же мы можем в любой момент вернуться, поскольку все это процедурное, и поменять на какое-нибудь другое значение. И в общем-то у нас при этом получается уже, тут я, наверное, загнул слишком, другая уже форма пятна. Теперь анимировать появление мы будем с помощью Expansion параметра. Как бы уменьшаем, 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 и маска исчезает. Тут ставим ключ. Переходим там, например, секунду на 2. И увеличиваем до того размера, чтобы края квадратными не были, чтобы за рамки самой экспозиции не выходило. Допустим, вот. Получается у нас. Давайте посчитаем анимацию. И посмотрим. Ну вот вы видите, конечно же, скорость регулируется ключами. И, в общем-то, форма маской, а количество деталей вот этими фильтрами. Можно еще тут, допустим, с кривыми поиграть. Я что-то как-то особо не знаю, но можно сделать, например, более медленное появление в конце, когда к краям будет подходить, как бы немножко застывать будет. Хорошо, остановимся пока на таком варианте. Второй момент, когда у нас полностью пятно открыто. Видите, получаются большие такие области, которые как бы белые и ничем не заполнены. Здесь же неплохо сделать какой-нибудь шум, который создаст мелкие такие детальки или текстуру, которые, она тут можно проследить, всякие такие элементы. Они не то что значительные, но создают определенную атмосферу. Значит, мы фрактальный шум. Где он тут у меня? Вот, фрактальный шум. Просто делаем у него большую контрастность. Яркость убираем. И в зависимости от количества и размера точек можно с масштабом поиграться. Вот.
Только, наверное, нужно было бы, по идее, черно-белую делать, чтобы черные точки были. Поэтому я сверху еще инвертирование кину. И в режим наложения мультиумножения. Не умножение. У нас дело в том, что тут как бы мы используем альфа-канал. Поэтому вот так мы сделаем. Создадим черный фон сзади. Чтобы альфа как бы не было, мы будем на только цвета ориентироваться. И сверху этот слой, как раз вот видите, создаются мелкие всякие точки. Ну, допустим, вот такой вот вариант. В принципе, можно даже пойти в Google и найти какую-нибудь текстуру. Либо как вот стенку, либо можно в подъезде что-нибудь сфотографировать, какую-нибудь облупившуюся штукатурку. Или вот текстуры бумаги, тоже они такие обычно, ну, как видите, сами такие вот с мелкими всякими шумами, и они более такие естественные, если вам вдруг неохота руками создавать. Так, вот таким образом у нас получилось какое-то пятно. И теперь я предлагаю и еще один фильтр сверху кинуть. Обычный фильтр для сглаживания. Fast Blur. Что он будет делать у нас? Он у нас создаст более плавные переходы к краям. То есть мы размываем это изображение и его накладываем в каком-то режиме. Вот. Как видите сами, вот тут вот более такие темные участки, которые, ну, на мой взгляд, больше соответствуют, когда краска расползается. Она же в середине более толстый слой, как-то она к краям менее равномерная, менее тонкая. Поэтому вот немножко такой вот эффект создается. Ну, вот так вот с ним, допустим, поиграем. И еще я даже думаю тоже сделать adjustment один. И такой вот секрет есть. Ну, вернее, это не секрет. Тоже встроенный фильтр. Называется Vector Blur. И он создает вот такие вот всякие штуки, которые как бы, ну, больше делают текстуру больше похожей на то, как расползается краска. Например, вот с отрицательным значением он ее делает. Давайте я ее сброшу сейчас вот так вот. Он ее более надувает, и похоже, как будто краска, она на самом деле вот как акварель там, или как ее там, гуашь, что ли, не помню. Расползается по бумаге, такие вот пятна. Вот, короче, как бы пятно у нас готово. Но все-таки я думаю, что, допустим, у меня текстурка вот эта вот была. Мы ее тоже сверху положим. Текстурку. Вот, сделаем ей Fit to Screen, где там to Comp. Чтобы она полностью закрывала режим наложения, ну, допустим, может, оверлей. Нет, не оверлей. Ну, допустим, ладно, мультиплей. И с помощью кривых или прозрачности вот это вот те помехи, которые сверху создаются, мы их немножко уменьшаем. Ну и, соответственно, как видите, более неоднородная текстура создается, что соответствует, ну, больше, на мой взгляд, к тому, как краска на бумаге должна выглядеть. Как бы первое пятно у нас готово. Сейчас я прочитаю, и мы посмотрим анимацию. Ну вот, вы можете видеть, такой эффект получился. Теперь нам нужно сделать таких, ну, несколько модификаций. Понятно, чем больше у вас будет таких, как бы, композиций с этими пятнами, тем разнообразнее будет ваша картинка. Сделать ее другую совершенно просто. Просто дублируем композицию, открываем ее для редактирования, находим какой-нибудь момент. Допустим, маска у нас где-то вот здесь вот. Можно поменять скорость, можно поменять форму, допустим, маски. Главное, чтобы она за края композиции не вышла, потому что это будет, ну, нехорошо смотреться, там может какая-нибудь такая ровная линия получиться. Вот, допустим, у нас маска более-менее такая, как бы сказать, более-менее такая равномерная на пятно. Похоже, здесь можно выбрать другой режим, допустим, поиграть с параметрами. Получится уже маска, вернее, пятно
другой формы. Нужно только проверить, чтобы вот по ключам она вначале исчезала. А в конце появлялась. Ну, как бы, если вы заметили, я работаю в 2015 версии. Пытаюсь к ней все-таки привыкнуть, несмотря на то, что она частенько глючит. Так, ну вот у нас появляется второе пятно. Давайте ради интереса сделаем на ней текстуру. Вот эту, две текстуры, которые мы шуму кидали. Чуть-чуть поменяем их, чтобы они не были одинаковыми с другими композициями. Ну а эту просто, я не знаю, повернем и масштаб у нее увеличим, чтобы она немножко по-другому смотрелась. Как бы вот, у нас два разных пятна. И теперь мы их будем использовать для того, чтобы создать маску для изображения. Ну, в принципе, таких вот пятен можно руками насоздавать сколько угодно. Как видите, модернизируются они и изменяются достаточно быстро. Значит, в качестве изображения мы будем использовать вот такую вот фотографию незнакомки. И это как бы у нас композиция. Как видите, фотографии по умолчанию выглядят как фотографии. Поэтому мы применим к ней вот такой вот фильтр, который делает ее более похожей на то, будто бы она нарисована. Ну, конечно же, не с такими параметрами. Параметры нам нужно будет немножко другие сделать. Уменьшить, во-первых, вот эту вот черную ерунду. А здесь какой-то из них отвечает за создание более таких нарисованных. Только я забыл какой, но сейчас найду. Вот, видите, тут немножко слились волосы, а в то же время черные вот эти вот штуки, они придают некий такой... ну мы сейчас просто прозрачность уменьшим. Вот, то есть, в общем, как видите, изображение вот в таком виде, должны вы заметить, что оно более становится похожим на нарисованное. Ну, в случае можно еще что-нибудь тут подогнать. И чуть-чуть, я думаю, что... Ну, вы сами, я думаю, сможете подбирать ту степень эффектов, которые хотите в итоге получить на изображении. Ну вот, с помощью этого фильтра я немножко подмешиваю оригинальное изображение. Мне кажется, что-то там это добавляет дополнительное как-то. Вот, возможно, мы сейчас другой режим наложения сделаем. И как бы картинка немножко возвращается к своим естественным. Ну, короче, там детальки появляются к тому, что Watercolor, вот как раз вот этот фильтр Cartoon убрал. А теперь мы создаем обычную композицию в теми параметрами, которые уже будем выводить там для YouTube или куда мы там хотим заливать наше изображение, вернее видео. Значит, переносим в нее эту вот картинку незнакомки. И теперь мы будем делать ее появление с помощью как раз тех самых пятен, которые мы заранее заготовили. Значит, эту мы сейчас переименуем, чтобы все композиции у нас назывались, а то мы запутаемся. Композицию... Ну, допустим, вторую возьмем, в ней пятно более круглой формы. Теперь нам нужно это пятно использовать в качестве маски. Мы будем использовать для этого Track Mate, но в режиме Luma. То есть черно-белое изображение будет использоваться, а не как альфа-канал, как часто бывает. Ну и вот уже изображение начинает появляться вслед за нашим пятном. Чтобы сделать его более интересным, мы воспользуемся несколькими пятнами, которые заранее заготовили. Но я предлагаю, значит, это дело сложить в композицию в отдельную, в которой мы создадим несколько уровней появления пятен. Для этого мы возьмем самый нижний слой и сделаем его более полупрозрачным, немножко раздвинем их во времени, но в общем создадим элемент анархии. И нижний слой сделаем прозрачным на 50, допустим, сделаем. А верхний слой поменяем режим наложения на скрин, чтобы он, проявлялся сверху нижнего слоя. И, как видите, создается уже несколько вот уровней. Такое вот изображение мы видим, как бы в референсе, там тоже картинка распадается на эти элементы. То есть каждое пятно, оно независимо появляется.
И вот уже такой более-менее, ну, более интересный эффект получается. И, соответственно, эту композицию мы будем использовать в качестве маски вместо оригинального ядра, который я брал в начале. И уже вот в таком виде вы как раз можете наблюдать, что краска появляется несколькими слоями и, соответственно, как-то более похожа на тот эффект, который мы пытаемся получить. Ну и понятное дело, если мы пойдем, например, в эту композицию, где создавали маски, и, допустим, ну, я сейчас не буду уже новых пятен делать дополнительных, просто вот возьмем, например, эти пятна, поменяем у них масштаб, раскидаем их по экрану по-всякому. Там, тут, короче, по-всякому их. Ну, я сейчас чисто для примера, я думаю, вы принцип понимаете. Еще вот повращать их можно, чтобы они создавались вот такие вот всякие эффекты. Наиболее полные как бы анархии. Все рандомные, все вот это вот появляется. По времени раскидать. И где-то еще один тут был. Ну, кстати, видите, черный появился эффект. Это из-за режима наложения. Как бы вот такое вот у нас пятно. И по нему, если оно будет появляться, то будет достаточно много всяких участков, в которых изображение начнет проявляться. Поэтому я предлагаю теперь перейти к тому, чтобы создавать всякую подложку и прочий мусор, который визуально отвлекает зрителя от того, на что бы нам не хотелось, чтобы он смотрел или дополнительно разглядывал. Так, ну вот я в Гугле нашел несколько текстур бумажных. Одна из них, короче, и мы будем их использовать для дальнейшего, короче, движения. В 2015 вот в последнем обновлении сделали прикольную штуку, что можно файлы таскать не просто сюда, а прям в композицию, и они сразу импортируются в проект. Мне прям это очень нравится. Экономит сразу несколько кликов, и прям прикольно этим делом пользоваться. Ну, во-первых, создадим-ка мы лучше камеру в начале, чтобы было понятно, что у нас и куда двигается. Ну, допустим, такой вот пресет. Одно ядро, вот это вот один узел, короче, камера, которая просто параллельная, без... На это пока не обращаем внимания. И теперь вот эти вот все слои, по идее, ну, маску можно привязать к основному фону, где лицо, чтобы она с ней двигалась. Значит, бумага. Ага, давайте задник, 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 задник. Допустим, вот эта вот текстура задника будет. Только мы ее, наверное, обесцветим. Ну, в принципе, это уже дело вкуса, да? Ну, вот я ее немножко такую сделаю. Тоже трехмерная. Все это включаем, значит, для лица, для маски и для текстур. Теперь положение, допустим, бумаги мы делаем дальше от камеры. Допустим, 200 поставим. А текстура вот мелких точек, которые были, они, значит, наоборот, приблизим к камере. Наверное, зря этот режим поставил. Теперь, если мы камеру будем двигать... Ага, ну ее включить, конечно, надо. То у нас будет эффект параллакса наблюдаться. Если вам больше нужно, чтобы движение, соответственно, нужно эти слои раздвинуть. Допустим, минус 300 и 300. Что-то, мне кажется, вот эта текстура слишком назойливая, поэтому мы ее вот так вот, да. Там тоже в оригинале были какие-то пятна, всякие мелкие, вроде, ну, наверное, капельки чернил там и все такое прочее. Вот, мы тоже вот это вот сделаем.
И я думаю даже, потому что они какие-то черные, мне кажется, это слишком это будет... Есть такой фильтр тинт, он перекрашивает изображение. Мы его перекрасим черное, вместо черного поставим, ну, такие вот темно-коричневые пятна. Видите, у них цвет меняется. Ну, просто чтобы они больше к фону подходили, а то уж больно черный как-то странно смотрится. Мне, во всяком случае, не нравится. Ну и, допустим, камеру. Понятно, что анимируем как-нибудь камеру. Я сейчас не буду загоняться с анимацией камеры. Но, в общем и целом, лицо... Куда-то оно у нас пропало. Сейчас мы его найдем. Ну и, допустим, сделаем на 5 секунд появление. Камера чуть-чуть вот так вот двигается. Главное тут, конечно, тоже, чтобы движение камеры не было похоже на полет истребителя. Вот видите, края сверху композиция, картинка кончается. И там появляется уже такой тупой угол. Нужно, соответственно, подгонять маску таким образом, чтобы она не раскрывала подобные вещи. Можно с масштабом поиграть. Ну, вот так вот, допустим. И вот эти вот черные точечки сверху. Ну и в конце, конечно, тоже можно сделать, например, в этой же маске, которую мы использовали. Там в композиции же, ну как бы изображение появилось и изображение исчезло. Ну давайте возьмем, допустим, второе пятно, кладем его где-нибудь в конце. Оно у нас где-то вот тут вот полностью должно скрыть изображение. Но накладываем мы его в режиме... Так, сейчас я вспомню, какой режим. По-моему, силуэт, стенсил. Нет, наверное, вот этот вот. Оно, как бы видите, съедает все изображение. Ну и масштаб можно не увеличить, чтобы все изображение было черным. Тогда картинка упадет. Ну и кривыми еще его вот так вот сделать. Тогда у нас получится маска какая? Маска, проявляются пятна. Держатся пятна, и потом черное пятно поглощает изображение, и в этом месте изображение исчезает, соответственно, вслед за маской. Если вам, например, хочется больше резких краев, ну, опять же, можно с помощью кривых сделать их более такие вот резкие. Но мне не нравится. Я не буду так делать. Ну, как бы вот, на данном этапе у нас получается такая штука. Достаточно неплохо. А самое главное, все настраивается и очень быстро можно поменять на тот вариант, который нужен именно вам в данный момент. Ну еще как бы вот я забыл нажать кнопку записи, а так в принципе я продублировал еще один слой с текстурой и приблизил его больше к камере в 2 раза, из-за чего, как бы видите, создается больше частиц, которые в воздухе перед камерой летают, соответственно, вот так вот даже повернем. Вот, потом у камеры я фокусное расстояние сделал не 35, как было, а 20, что, соответственно, тоже увеличивает эффект параллакса. Ну и, по-моему, я еще заднюю текстуру, вот эту бумаги, я и тоже отодвинул назад. Соответственно, вот на данный момент все выглядит таким образом. Ну и теперь, допустим, мы пойдем, где у нас тут фотография.
найдем мы какую-нибудь текстуру, например, какую-нибудь такую вот текстуру, где какая-нибудь краска наляпана, что-нибудь такое вот. Сохраним ее себе и попробуем, соответственно, сверху еще наложить. Вот, значит, эту текстуру я сохранил. И мы теперь ее сверху фотографии кинем в режиме вот таком вот, кажется. Видите, она такая становится прозрачная. Вернее, не прозрачная, а ну такими со всякими там трещинками там. И с помощью кривых сделаем это изображение более целостное. И теперь, возвращаясь в нашу композицию, в главную, давайте посмотрим. Ну вот, видите, создались на волосах, на темных участках, которые контрастные по сравнению с фоном, такие элементы прорисованные текстуры холста. Соответственно, больше придает эффект. Вот, если вам, допустим, маски кажутся слишком гладкие, то есть у них эффект появления не очень сильный, можно пойти там, где они у нас появляются. И, по-моему, так, где у нас фезер? Ну, поставим тут 50, допустим. И, соответственно, если мы вернемся, то изображение будет более, границы будут более четче выражены. Все, конечно, зависит от того, от размеров вашей композиции. У меня потому что 1280 на 720, а все в пикселях, поэтому если вы будете делать Full HD, там картинка будет больше, процентов на 40, на 50, и, соответственно, вам параметры тоже нужно будет под размер своей композиции подгонять. Ну, в общем-то, вот и все. Делаем десяточек таких пятен. Композиции с пятнами, где они у нас тут. А потом для, например, несколько фотографий. Ну, я сейчас не буду, конечно, всем этим заниматься, но, допустим, у нас 9-я фотография. Мы сейчас просто повернем ее кверх ногами. И, допустим, в главной композиции там тоже нужно будет время увеличить. Вот у нас первая композиция появилась, допустим. Здесь пойдет у нас вторая композиция. Заменяем на девяточку. Вот так вверх ногами. Немножко сдвигаем ее куда-нибудь в другую сторону. И переход между ними осуществляем с помощью камеры. Я думаю, это понятно. И это уже может выполнить, наверное, любой, кто с After Effects больше недели работает. Ну, давайте посмотрим, что получилось. Ну, как бы вот. Понятно, что для движения камеры нужно более здесь серьезная работа и с кривыми, и возможно поработать, чтобы движение было плавное и постоянное, самое главное. А сейчас я просто сделал easy, и оно тормозит в концах. Но, в принципе, если вот по полной отрабатывать эти штуки, то видите, почему тормозит? Потому что вот здесь вот неправильные повороты у них стоят. С альтом жмем, и тогда... Ох ты, как ее колбасит-то. В общем, нам нужно сделать плавненькие движения камеры. Ну, чтобы она такая раз и плавненько уходила. Ну и, соответственно, так для каждой оси проверяем. Вот по Y, если мы не двигаем, то здесь прямая, а здесь вот тоже угол, которому не место. Кстати, это у нас ось Z.
Приближаем. Что-то я тут накрутил уже. Ну, допустим, вот так сделаем. И вот тут, мне кажется, вот так вот должно быть на самом деле. Ну вот, типа того. Ну, в общем, вот так. На этом я, пожалуй, закончу. Я думаю, основные моменты я вам показал, как происходит. Дальше уже все зависит от вашего трудолюбия, насколько у вас хватит терпения, ну и насколько вы, конечно, знаете After Effects по другим параметрам. Напоминаю, что вы можете зайти ко мне в группу и оставить там пожелания по поводу следующих уроков. Если у вас возникли какие-нибудь вопросы, вы можете оставить их в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Пока!